Добрый вечер, мои хорошие. Здравствуйте. Катенька, привет. Здравствуйте, Инстаграм. Здравствуйте, Ютуб. Рада вас всех видеть. Здравствуйте, мои хорошие. Так, друзья мои, одно такое, не одно, сейчас посмотрим, сколько объявлений, но, по крайней мере, первое объявление, которое хочу сказать. Смотрите, мы сделали такое небольшое расписание. У нас эфиры будут выходить в определенное время, в определенные дни. Темки будут не сразу сказаны, то есть вот как раньше, но все-таки будут. Здравствуйте, мои хорошие, я рада вас всех видеть. Смотрите, то есть эфир это будет у нас в среду. Обязательно тематический какой-нибудь эфир будет. Затем в понедельник у нас или в пятницу будет выходить видео по обрядам. Все-таки будем делать, то есть так, как вы и хотели. То есть то, что может, в принципе, каждый человек дома сделать. Никаких там такое что-то грандиозное, то есть нормальная вот, деревенская магия, как я говорю, да. Вот. И, естественно, в воскресенье у нас эфир по прогнозам. Иногда, возможно, так как я в воскресенье часто уезжаю, то есть и приезжаю очень поздно, что, возможно, будет переноситься на понедельник. То есть в среду всегда будет тематический эфир. То есть вот как сегодня, да, по вещим снам. Итак, здравствуйте, мои дорогие, рада вас всех видеть. Хорошо, что вы со мной. Да. Что еще? В ближайшее время у нас выйдет очень интересная вещь, то есть это у нас такой же, скажем, это не оберег, как меня поправляют все время. Это немного другая, но я думаю, вам будет интересно, это совершенно новое, ни у кого такого нет. То, что мы сделаем, то есть это очень интересно. И следите, пожалуйста, за моей страницей в Инстаграм, потому что все основное, там вся информация основная по темам и по вещам, которые мы производим, выпускаем, они у нас с Инстаграма, то есть поэтому смотрите там. Еще хочу раз обратиться, потому что обращаюсь постоянно, и народ не всегда слышит. По ночам не пишите, да? Не пишите по ночам, я вас прошу. То есть, и когда мне пишут, я не знаю, с европейской страны, которая там час разница у нас всего лишь, да, и пишут, извините, что поздно, а это 2 часа ночи. Извините, что... Нет, добрый вечер, извините, что поздно. Вот такой вот. Да, ребят, хватит уже. Взрослые люди. Вот, то есть это вот к этому моменту. В принципе, все, что я хотела, да, и так как просили у меня именно по вещим снам немножко поговорить, то есть эту тему хочу немного развернуть, но не слишком, потому что, в принципе, сама тема вещих снов, все об этом знают, это всегда было, они бывают у всех, без исключения, то есть хотя бы один сон в жизни, вы такой видели, да. И вот по этой теме я хочу как раз поговорить. Почему глубоко не уходим? По крайней мере, у меня нет никаких научных данных, потому что эта тема не изучается. А если изучается, то тоже ученые не могут далеко уйти. Точно такая же система. Итак, вещи сны. Снятся они всем. Спасибо, Элочка. Снятся они всем, на самом деле. Только вам надо определять всегда и смотреть, когда они у вас происходят. Когда мне говорят, что сны происходят эти только ночью, то есть там определенные фазы и все остальное, это совершенно не так. Они могут быть в любое время. Даже если иногда там на 10-15 минут где-то закимарили, даже тогда бывают вещи сны. То есть чем они отличаются, они очень яркие. Понимаете, действительно, они очень-очень яркие. Вы четко их видите, вы помните их. То есть это не такое, что, знаете, как у нас бывает, там целая куча всего накидано, и ничего не помнишь. Знаешь, что что-то снилось, но ничего не помнишь. Нет, они очень яркие. Редко бывает, что они действительно раскрываются, то есть показывают все как вот в подробностях, как кино, да, и вы просто потом можете проследить. Это редко бывает такое. В основном они о чем-то предупреждают, либо показывают какую-то ситуацию, которая может произойти, либо какие-то проблемы, которые у вас там должны разрешиться. Опять же, они бывают совершенно разные. То есть это бывает по проблемам, еще раз повторюсь, к этому моменту, то есть когда у вас нужно разрешить задачу. И вот как раз через этот сон вы можете ее разрешить, вам как бы ответ дается. Затем это бывает по болезням. Если организм знает, что у вас какая-то скрытая болезнь, да, но вы еще не знаете об этом, то есть точно так же надо обратить внимание. Вот это тоже показывает. Вот как ситуации я сказала, да, уже и по разрешению задач, то есть вот по этим вещам такие бывают. Яркие, четкие, я бы сказала. Я бы не сказала, что цветные, потому что не всегда цветные бывают. Именно вещи сны не всегда бывают цветными. То есть и каждый человек по-разному видит. Некоторые люди вообще цветных снов не видят. То есть это я уже слышала и не раз. У меня только цветные бывают. Это всегда так было. И опять же о том, когда они снятся. Когда вот это вот еще говорят с четверга на пятницу, по-моему, тоже ерунда полнейшая.
Абсолютно. Когда говорят, что там католикам снится на Рождество, православным на крещение, то есть тоже ерунда. На самом деле, они могут, когда у вас приходит какая-то ситуация, которая нужна разрешиться, нужно ей разрешиться, либо же вас о чем-то предупреждают, вот тогда они бывают. И они, еще раз повторюсь, не обязательно, что в какой-то определенный день. Вот это вот к этим моментам. Что тут еще такое? Ну, еще раз скажу, то есть я говорю, бывает, что человек там буквально на пару минут где-то там уснул, и он его видит. Потом это проигрывается. Как быстро это проигрывается, тоже зависит от ситуации той же самой. Я думаю, ничего себе, я сама себе пишу тут. Сообщение выходит. Смотрите, я сейчас не буду рассказывать о том, что приснилось или что-то, да, то есть мы не разбираем на самом деле, потому что все, что разбирается вот так вот, это ерунда. А мы сейчас говорим о том, какие сны, вот именно что они вообще, что такое вообще вещий сон. Вот. И еще, то есть считается, что, то есть тоже, я очень много информации тоже читала, потому что мне интересно вот именно разное видение, да, как люди на это смотрят. Многие думают, которые, ну, у нас такие неверующие очень много, вы знаете, да, которые не верят ни во что, потом у них все равно проигрывается где-то. Они считают, что это просто там мозг работает, перерабатывает, и поэтому вы какие-то моменты видели. Либо же там где-то с кем-то поговорили, какая-то ситуация у вас засела в голову, да, потом вы это видите. Это не так совершенно. То есть настоящий вещий сон, в основном он крутится вокруг вас. И он не обязательно, чтобы он показывал вам как кино. То есть его, возможно, что вам надо его раскрыть. Вы понимаете, самый первый признак, как я уже сказала, это яркость и четкость. Это первый признак вещего сна. Присмотритесь. Там всегда обязательно есть начало и есть конец. То есть вот тут вот, да, как в фильме. Но вам надо просто понять, что же там все-таки. Еще раз повторюсь, я сейчас не буду рассказывать о том, к чему что-то снится, потому что мы можем тогда сидеть здесь несколько часов. Тем более такие вещи надо смотреть просто в интернете. Их целая куча, ребят. Вот это этот момент. Еще когда про здоровье. Вот здесь обязательно обращайте внимание. То есть просто так вам это не будет дано. Когда говорят, что это вещий сон, там это вы когда в фазе глубокого сна, по-моему, вот тогда он происходит тоже не так. Он происходит, у нас есть между вот этим вот, когда вы засыпаете, вот этот момент, да, и, то есть, когда у вас организм начинает отключаться, и моментом, когда вы уходите в сон сам, есть действительно такая вещь, она называется фаза. Вот это как бы, когда ваша душа, опять же, по-простому скажу, находится между двух миров. И в этот момент как раз вот эти вот информация вся это идет, та, которая вокруг вас. Потому что любое будущее, оно вокруг нас, оно всегда вокруг нас. И это действительно можно вот увидеть все. Вот как мы смотрим, да, просто мы не спим, мы это смотрим. Так и здесь, то есть во сне та же самая ситуация. Просто присмотреться, вспомнить, по крайней мере. Кстати, я очень часто советую, что когда вы ложитесь спать, возьмите себе, чтобы у вас всегда рядышком был блокнот и ручка. Какие-то вещи записать. Иногда некоторым людям лотерейные числа снятся. Так что попробуйте. Да. В общем, в принципе, это такой момент. Да, и, кстати, вот, по-моему, кто тут написал, да? Маруся Арсеньева. Вижу вещи и сны перед экзаменом. Всегда видела свои оценки, цифры конкретные. Все можно увидеть. Можете как сделать, как заказные сны тоже можно делать. Тоже просто себе вот заказываете сон. Это может не сразу получиться, но потом появляется. Да, еще раз добрый вечер. Кстати, многие там во сне песни сочиняют, хотя никогда там не сочиняли. Вот такое бывает, всякое бывает. Вот так. Еще раз повторюсь. Мы говорим о вещих снах, мы не говорим о том, что приснилось, не приснилось. Все эти вещи, вот, которые вы спрашиваете, можно посмотреть в интернете. Какие хотите. Ну и просто дам совет, потому что разные есть сайты, разные страницы. Что вам больше всего понравилось, то и берите себе в голову. Даже если это что-то плохое. Ну вот, например, приснилось вам, как вы говорите, покойник, да, приснился. А посмотрите, какое у вас ощущение было после сна. Хорошее или плохое. То есть обратите внимание на ощущения. Важный момент. Всегда после сна. Что еще там может быть такое? Скажем так, слезы, да, когда снятся. У меня, наоборот, слезы, когда я плачу во сне. Я часто, кстати, плачу во сне. Это всегда к радости. То есть вот эти вещи все можно посмотреть. И если вам там вы посмотрели и что-то вам не понравилось, найдите такой сонник, где будет что-то хорошее. Заложите себе в голову, и все будет отлично.
Так, это к этому. Кстати, вот, да, Олег, привет. Сны в точности вещи, ага. Вообще вижу очень редко, и они начинают прямо диктовать события. Они не диктуют события, они их как бы прокручивают. Потому что время, когда вы уходите вот именно в другое измерение, да, когда в этот сон уходите, там время другое. Вы просто делаете скачки. Любовь. Вот здесь, наверное, я вам скажу это другое немножко. То есть вы посмотрите, пожалуйста, связано ли это со здоровьем с вашим. Это одно. Второе, очень часто такое снится, когда вы что-то будете отдавать. Подсказки. Так, привет. О, мои дорогие, вы у меня сейчас все здесь, да, кто у меня там в группах сидит. Так, друзья мои, ставим, пожалуйста, лайки, чтобы я не напоминала. Вы знаете, для моего канала это очень важно. Знаете, еще бывают сны такие вот из детства, которые вы всю жизнь помните. Такое бывает, что вам показывают каких-то людей, которые со временем потом к вам приходят в вашу жизнь. У меня до сих пор такое есть, то есть я до сих пор помню, у меня был один очень яркий сон такой, ну, я сны из детства вообще практически все помню. Эти люди мне встречались потом всю жизнь. То есть комната, где сидит очень много людей, очень хорошо их видно, я их рассмотрела и запомнила. И эти люди до сих пор мне встречаются в моей жизни. Поэтому еще раз присматривайтесь. Вильма, солнце, надо попробовать записать, потому что первый момент, когда вы просыпаетесь, вы все равно помните. И, кстати, да, вот как я уже раз касалась этой темы, там, что вы иногда снитесь, кому-то снится именно другой мир, да, например, там другая планета или что-то. Здесь вот это, конечно, недоказуемо, если там где-то такая жизнь, но кто его знает, потому что мы не одни во Вселенной. Плюс подключка у нас очень хорошая, может быть, где-то куда нас перекидывают в какой-то фильм из будущего, который вы можете посмотреть потом в будущем. Такое бывает. Но вот когда вам снится какая-то жизнь, и вы ее проживаете, вот я уже об этом касалась, а вот в теме двойники. Кто меня не видел, пожалуйста, посмотрите. То есть вас как бы вот переносят, просто вас меняют местами. Такое есть. Что значение я не буду говорить. Пригласила и пришла в сон Лилия Нор. Сереж, перестаньте мной бредить, а. Правда, в ужасном виде. Придите в сон опять, но с улыбкой. Люба Конюка, может быть, неправильно я это прочитала вашу фамилию. Смотрите, когда человек, вот как раз вот такие вещи, вот как вот когда человек вообще кричит во сне постоянно, и притом не помнит что, надо посмотреть, это скорее всего где-то в подсознании сидит страх. Страх чего-то. Но очень часто такое, когда люди кричат, именно взрослые, у которых есть дети, это страх за детей. Как в дымке. Так, что еще я могу? В принципе, понимаете, вот эта вот сама тема, она как таковая, вещи и сны, она не изучена на самом деле. Потому что ее изучить практически невозможно. Но вещи и сны вот можно заказывать, еще раз говорю. То есть я всегда об этом повторяю, делайте. Я в Ютубе сейчас сижу тоже. Люда. Так. Тамар, негатив, скорее всего, на человеке есть. Я во сне очень наш выучила. Ничего себе. Ирина, приснилось, что я в Индии в каком-то храме путешествую. Смотрите, то есть, опять же, это возможно, потому что у меня одна из моих жизней тоже связана с Индией. Это не потому, что я индийские фильмы смотрю, я их не смотрю на самом деле. Нет, но она вот именно то, что вот я проживаю там, иногда. Мне очень нравится. То есть, так что либо вы, может быть, будете путешествовать когда-то, либо вы проживаете чью-то жизнь. Наталья, добрый вечер, Лилия. Я прошлой ночью мне прошлой ночью, наверное, приснилась ваша мама и вы. Хотя я ее никогда не видела, женщина с короткими кудрявыми волосами. У мамы не короткие, не кудрявые, у меня мама блондинка. Да, короткий, да, но не кудрявый.
Так, у меня был случай, когда я в полном сознании не спала, вышла на улицу, проходя мимо кухни, где спала мама, я увидела ее как мертвой. На тот момент она была еще жива, потом через полгода она умерла. Вам уже говорили, то есть, что что-то не так. Предупреждают. А, кстати, вот Ирина, вы сейчас меня, Ирина Бор. Сегодня утром приснилось, что под мостом нашли труп девушки. Проснулась в ужасе, увидела очень четко. Вот это тоже бывает, такие моменты, то есть скачки, вообще не связанные с вами, да, вот, например, с каким-то человеком, либо с катастрофой. Вот такое вот, смотрите, то есть наблюдайте за тем, что вы услышите или увидите. Может быть, вам показали эту ситуацию. Бывают такие скачки. У меня очень часто, если катастрофы происходят, то есть я как будто там же нахожусь. Если, например, самолет какой-то упал, да, либо где-то затопление сильнейшее. То есть у меня так где-то дня за 3 у меня вот это показывают. То есть мне это снится во сне. Ну, я как будто там участница, как будто я нахожусь именно там, в этом месте. Точно так же тону, либо падаю, либо еще что-то. Потом вот где-то через 3 дня я в новостях это слышу. Как правильно заказывать вещи и сны? Это четкая, должно быть четко поставленная задача. Это может не сразу получиться. То есть в основном заказывать вот легче всего, это когда у вас есть задача нерешенная. То есть какая-то проблема, когда вы не знаете, что вам делать дальше. В принципе, вы можете обращаться и к родовым, вот просто обратиться к родовым, чтобы вам показали, как вам лучше сделать. Есть такое. Почему человек забывает свои сны, особенно когда что-то происходит, и он осознает, что он уже это видел? Это принцип дежавю может быть, потому что здесь не всегда бывает, что это именно сон. Это принцип же дежавю может быть, либо же вам это не нужно знать сейчас. То есть это какая-то ситуация, которая такая, ну, между делом произойдет. Если под наркозом, это считается сон? Да. Это считается сон. Если, конечно же, это не была клиническая смерть. Теперь я вот просто это мне... Девочка моя одна, хорошая знакомая подруга, сказала, что все равно надо это немножко рассказать. Вот смотрите, сны, которые под именно наркозом, они очень реальные, они вещи, да, и в основном вам показывают немножко не то, что произойдет, а то, что происходит на данный момент с вами. Например, вот первая моя клиническая, да, которая происходила, понимаете, когда говорят, что там человек видит свет, свет я не вижу. Может быть, я настолько нехороший человек, что я свет не видела. В принципе, у меня их было 3 уже, да, теперь. И я скажу так, что свет не видишь. Но, в принципе, если мы коснемся, сейчас я немножко отойду от этой темы именно снов, да, когда именно клиническая смерть считается, что это идет какой-то вот, когда люди видят свет, это, во-первых, идет работа мозга, то есть вот что вот кислород там плохо поступает, еще что-то такое, да, и поэтому человек как бы вот в таком состоянии видит этот свет и идет на него. У меня была другая ситуация, то есть первая, с моей, я вам расскажу, там было достаточно явно, и что происходило. То есть операция была несложная абсолютно, но на тот момент я не знала, что у меня непереносимость наркоза. Что происходило? Я поднималась, то есть сам сон такой был, то есть он был черно-белый, он не был цветным. И я бы сказала, такой свет был, он как серый, знаете, вокруг. То есть это не было, опять же, никакого яркости, никакого света такого, вот что там, ангелы или что-то еще, нет. То есть я поднималась как будто очень быстро, прям ползла по стене небоскреба. То есть с огромной скоростью. То есть просто вот прям по стене, вот так, знаете, как Человек-паук, как говорится. Когда я поднялась наверх, вот именно на самый небоскреб, там я видела человека. Видела очень явно, очень ярко видела. Человек для меня это был, по принципе, мужчина, потому что это был костюм мужской и была шляпа одета. Понимаете, и я когда вот именно протянула руку, чтобы он, ну, как взял меня за руку, потому что я как бы качалась, да, упасть, не упасть. Меня просто толкнули назад, сказали, рано еще. То есть, когда я пришла в себя, мне говорили, что операция, которая должна была там проходить буквально там максимум 40 минут, то есть она у меня проходила 3 часа. То есть была проблема очень серьезная. Вот с этим. После этого вот. Потом, когда я попала еще раз, когда я сказала, у меня непереносимость наркоза, вот немецкая медицина, и сказали, вам это кажется, повторилось то же самое. То есть и на 3-й раз такая же система.
Но сейчас, слава богу, вроде бы наркозы совсем другие, то есть не такие эти составляющие в них. Поэтому гораздо легче переношу. Так что все хорошо в этом плане. Аделина, попробуйте что-нибудь нарисовать. Мне сны, кстати, очень часто снятся, знаете, еще какие. То есть мне все время снятся сны. Когда действительно вот картина, которую можно... Я бы нарисовала ее, но просто в этом мире, по-моему, таких красок нету. Я вот сколько подбирала, я не могла даже такие краски найти по цвету. Вот очень яркие. Скажите, пожалуйста, почему я вижу всегда во сне себя со стороны, как фильм смотрю? Ну, это, понимаете, у нас очень много ментальных тел, очень много. И то тело, которое оно выходит, естественно, при сне оно выходит. Да, естественно, вы видите свое физическое тело со стороны. Здесь ничего такого нету. Да, добрый вечер еще раз, мои дорогие, кто у меня заходит. Несколько раз снилось, что я привела знакомую к бабушке, которая ушла давно, и оставила ее там. Сейчас. Лилия падала во сне с очень высокого дома. Скорее всего, вас возвращали. Летаю во сне. У меня супруг. Сны, связанные с дорогой. В основном, если должны случиться авария или какая-то неприятность дороги. Но как он... Ну, когда это снится, я так понимаю, да? И когда это снится, он не хочет говорить. Но если сказал, что не стоит ехать, то все. Но это хорошо, понимаете, его как предупреждают. Это очень хорошо. Если снятся во сне незнакомые мужчины, вполне возможно, что вы когда-нибудь этих мужчин либо встретите, либо это люди, может быть, что вам иногда прошлые жизни снятся, тоже может быть такое. То есть, либо же, опять же, как я повторяюсь, параллельные жизни какие-то снятся. Все это может быть. Просто надо немножечко присмотреться к тому, что не просто бессмысленно, что приснилось и все. Понимаете? То есть, вам надо присмотреться к тому, что происходит во сне. Всю ночь, блин, как быстро. Да, Светулька, привет, дорогая. Где это? Так, где это? Наиля, сон. Я наблюдатель. Встреча на высшем уровне руководителей двух стран. Путин и наш президент. На ходу я им что-то советую, они, как ни странно, слушают. И это прислушивается. А это, скорее всего, переработка информации определенно идет у вас. К чему снится, Ириш, к чему снится какая-то вещь? Нет. То есть это можно все посмотреть. Линзы можно посмотреть, можно задать предложение. Все это можно в Гугле посмотреть. О, Игорь Князев, вот это вот тоже, смотрите, соприкосновение с параллельными мирами. Однажды приснилось, как меня за руку будил маленький старичок. Кто это был? Вот для меня домовой. Можно ли общаться с покойными родителями во сне? С любым покойником во сне, вполне возможно, что они пытаются вам передать какую-то информацию. Можете общаться, просто, я говорю, всегда заложите себе в голову, не уходить. Может быть, это даже не ваши родственники, когда вас особенно зовут куда-то, вот именно мертвый, в голове включается это. То есть, когда вот мне снится, если, например, человек, который ушел, и он меня куда-то зовет, да, у меня это включается автоматически. То есть, что, блин, он же мертвый. Нет, я не иду. Вот это надо обязательно заложить. Если во сне убил человека, отделаетесь от чего-то. Так, сейчас, секунду. Где я тут? Потому что у меня тут пролистывается. К чему снится собака, щенок падает в воду, на мою щенок спящий. Спящий срывается и падает мой щенок. Так, друзья мои, если вы хотите, пожалуйста, во-первых, если вы хотите написать что-то, ставьте, пожалуйста, знаки препинания, потому что одним сплошным предложением я вообще не могу разобраться, где тут что. То есть это для меня набор слов сейчас был. Феодосия, попробуйте по-другому написать. Я часто вижу, как иду по грязной, как после дождя дороги, стараюсь не погрузиться, не погрязнуть в колее. Не торопитесь писать. Я вас прошу, потому что, правда, сообщений много, и я могу неправильно прочитать где-то.
Смотрите, когда вы идете где-то по грязи, либо вокруг вас насекомые, какая-то грязь, я говорю, все это можно посмотреть в интернете, на самом деле, все. Но всегда слушайте ваши ощущения, когда вы просыпаетесь. То есть вам показывают, может быть, жизненную ситуацию. Это тоже определенные вещи сон. То есть, что у вас на данный момент довольно все тяжело. И вы тяжело идете в этой грязи, вытаскиваете ноги тяжело. То есть, это проблемы очень часто бывают денежные такие. Либо ситуации, которые вы не переработали, вы пытаетесь выйти из этого всего. Еще, смотрите, вы точно так же можете, если вам часто это снится, заложить себе в голове. Что заложить? Начало сна, середину и конец. То есть вы знаете, что у вас вот эта ситуация. Вы идете по колее, по грязи, да, пытаетесь, боитесь там утонуть. Заложите себе в голову прям мысль, как вы из этой колеи выходите там на чистую дорогу, что у вас ножки чистые. То есть переработайте это. И вот тогда вы это можете увидеть. Кстати, я вам сейчас еще расскажу такие вещи. Так, подождите, я просто, у меня очень много сейчас сообщений. Я извиняюсь, что не все читаю, да, я просто вот сейчас вам расскажу. Эфир есть эфир. То есть я прослеживаю, когда свои сны, которые у меня были, я прослеживаю свою жизнь. Что я делаю не так, что я делаю неправильно. Потому что сам человек, он редко себе может вину какую-то взять. Любой человек. То есть он где-то всегда себя оправдывает. Либо же он не видит самой ситуации, например, там, со стороны вот, с какими-то людьми. Да? То есть точно так же там, может обвинить человека, да, на самом деле в жизни так, и тогда ему приснится. Так вот, у меня ситуация именно как я иду по жизни. Это такие два основных сна, которые были, которые повторяются, но у них меняется декорация. Вот, скажем так, первый сон у меня, который шел, сейчас он перестал, он, наверное, на протяжении 5 лет мне снился. Это дом. Я этот дом никогда не видела. Никогда не была там. Но чем он интересен был, то есть, знаете, он был похож на усадьбы. Вот эти старые такие вот усадьбы дворянские. И что еще хорошо мне понравилось, там как бы вот... Когда выходишь не во двор, а как бы вот эти вот были веранды, да, такие, огромная веранда деревянная, но она была крытая. И вот мне всегда снилось, что я якобы прихожу, нахожусь в этом доме, то есть я туда как прихожу в гости, одно и то же, одни и те же люди там, сущности мне часто снились, а именно какие-то, да, там домовые, вот такое вот все, то есть я как будто там у себя дома находилась. И я там все время была зима. То есть, когда я смотрела в окно, там всегда была зима. Я очень люблю зиму. На тот момент, когда вот я начинала осмысливать, да, то есть, что да, на самом деле я люблю это, мне там спокойно, мне хорошо, значит, у меня все в жизни хорошо. Потом приходит момент, когда я выхожу вот на эту веранду, и там огромная куча яблок, таких спелых-спелых. И у меня действительно вот в жизни прям вот очень много мне там получалось, вот я начинала двигаться, куда-то мне нравилось. Потом началось сниться, что эти яблоки гнилые. Я стала обращать и суета, новые люди стали появляться. То есть я стала переосмысливать. Ага, так, я должна была посмотреть свое окружение. На самом деле в окружении было очень так, не очень хорошо. И время сплетен, ну как это у всех такое серьезное время, такое неприятное, да, когда ты зацикливаешься на этом всем, то есть я не могла переработать. Когда я это переработала, что происходит? То есть опять возвращение в первые сны, солнце, притом весна, кстати, начала сниться. То есть начала сниться весна, все равно эти яблоки спелые, то есть те же самые люди, которые меня окружали раньше, они тоже там в этом сне. То есть, понимаете? То есть каждый раз, когда видите какой-то сон, и тем более повторяющийся, то есть вот наблюдайте за тем, что у вас происходит вокруг. Просто так вам такие вещи не показывают. Другой сон – это... нехороший сон, в принципе, но точно так же я могла переосмыслить. То есть он вот эти вот 5 лет прошли вот с этим сном, больше его не повторялось. Но потом начался период, когда, вот, извините меня, но мне снился постоянно общественный туалет. Вот просто. При этом как? То есть как я туда попадаю, я не знаю. Но он такой грязный весь, везде все грязь какая-то. Вот, противно, короче, грязно, вот действительно там все, что хотите. Ну, представьте такой вот общественный туалет. Я стала понимать, что это ладно, если по один раз, там, наверное, раза 4 мне подряд приснилось одно и то же. Я стала переосмысливать, что происходит. Да, до меня стали там слухи, опять же, вот эта вот ситуация со сплетнями, какая-то грязь, какие-то вот долги, которые я не могла вылезти, притом долги, которые не я делала, которые на меня вешали. То есть просто вот это все. Когда я начинаю брать свою жизнь в руки,
Когда я начинаю понимать, что мне надеяться, и притом я в этом сне нахожусь одна. Когда я начинаю понимать, что мне надеяться не на кого, да, то есть я начинаю работать в жизни, я начинаю там менять что-то, там окружение менять, там, как я себя веду менять, то есть какие-то вещи, которые я забываю записывать, все вот это делать, то есть и когда я начинаю понимать, что у меня все ложится по полочкам, снится другой сон, когда там чисто. То есть становится действительно чисто, и там уже там запахи другие, да, там люди начинают появляться какие-то интересные, которые прям там разговаривают с ними. Я понимаю, что я иду в правильном направлении. Что происходит дальше? Теперь я, опять же, все так же начинаю работать над собой еще больше, то есть начинаю что-то вкладывать, какие-то идеи, там вот что-то работать над этим. И что происходит? Мне уже теперь снится не этот туалет, извиняюсь, что я так говорю, да, общественный, а снится большой дом. Красивый большой дом, но я понимаю, что это то же самое место, но оно поменялось. И везде ковры. Понимаете? То есть это говорит о чем? Когда вам снится любой сон, который вам снится, посмотрите, о чем там. Быть может, у вас какая-то, вот вы не можете разобраться в своей жизни, и вот эта ситуация вам нужна, и вам просто показывают, что тебе надо взять все в руки в свои. Тебе что-то надо поменять, быть может, окружение поменять. Не бояться, кстати, окружение менять, ни в коем случае не бояться. Если вы видите, что вас не ценят, если вы видите, что вы все время отдаете, и при этом не получаете ничего взамен, кстати, никогда лишний раз не ждите, да, и специально сами не отдавайте. То есть только при запросе, если человек попросил помощи, только потом, иначе будете виноваты. Вот тогда уже вот себя по-другому ведите, и у вас и сны будут другие идти. И очень часто еще бывает, что мы хотим очень быстро. То есть приснился сон, яркий, красивый, вы там в лото выиграли, все что угодно. И мы хотим, чтобы это вот прям произошло сейчас. Это редко бывает. Это бывает такое, когда короткий сон яркий, и у вас вдруг ситуацию, которую вы уже долго не думали, ее надо разрешить, и она может разрешиться на другой день. То есть вам показывают, как надо себя повести правильно. Но бывают и такие, когда проходит там полгода, год может пройти, и только потом. То есть, значит, эта ситуация должна была растянуться, и оно должно, вам просто показали, что вы там не переживали, либо так-то себя повели. Вещи и сны – это очень хорошая вещь. И они бывают у всех. Я говорю, опять же, по-разному. Это не значит, что вам покажут как кино, и вы должны это все увидеть на картинке. Это могут показать по совсем другому. То есть могут показать завуалированно. Но он яркий, он всегда яркий, он может быть черно-белым, да, но в основном это цветные. Но это всегда яркий сон с разрешением задачи, либо с предупреждением. Так, сейчас я чуть почитаю, что... Танюш, еще ты меня на мысль натолкнула. Не могу загадать и управлять снами. Есть очень сильная техника, которую тренируются люди многие долго. То есть, когда заказные сны. Я начала когда-то еще в детстве тренировки, это я прочитала. Мне, знаете, очень нравится Елена Рерих. Не все у нее, конечно, но по многим ее книгам, хотя считается, что они, в принципе, не научные, да, хотя она ученая, я, скажем так, себя обучала, потому что мне надеяться было не на кого, много мне не рассказывали там про астрал или что-то такое. Так вот, через нее научилась очень интересной вещи. Мне постоянно в детстве снилось, что за мной там бегают с ножом и меня убивают. И я ничего с этим поделать не могла. То есть, когда я там рассказывала кому-то из своих близких, они говорили, что да, это ситуация, которая неразрешенная, где-то какие-то страхи у тебя там, да, но я еще ребенок была. Это еще было, наверное, до 10 лет, но я хорошо это помню. Когда я ее прочитала, там был такой момент, что можно, в принципе, себя вот на эти сны как настроить, да, настроить это одно, вот именно мысль заложить, другое это научиться управлять сном. Сегодня слушаю ее книги. Танюш, респект, потому что действительно она стоит того, чтобы ее почитать. Там очень интересные вещи есть. Кстати, очень часто они так вот немного скрыты. Это тренировка. То есть вы должны во сне, перед сном заложить себе, что, например, вы должны там во сне поднять руку. То есть управление физическим телом через ментальное. То есть именно через сон. Это не сразу получается. Но потом вот тебе прям снится, что ты должен, четко тебя задача есть, должен поднять руку. И ты во сне понимаешь, что ты поднимаешь именно свою руку физического плана. Это, опять же, не сразу. Ну, может быть, у меня не сразу получалось, потому что еще была ребенок.
Сейчас я могу во снах управлять. Если у меня происходит какая-то ситуация, я могу ее менять. То есть это не значит, что я там бегаю где-то, да, но все-таки. То есть многие вещи я могу прям управлять. Я понимаю, что сон должен закончиться так и так-то или идти так-то, так-то, а я могу поменять эту ситуацию. Вот это очень хорошая тренировка, попробуйте. Может быть, у вас тоже получится. Так, в доме появляется дополнительная комната, а на самом деле ее нет. Попробуйте в эту комнату зайти, именно во сне. Посмотрите, что там. Это могут быть ваши скрытые таланты, какие-то тайны, это все что угодно может быть. Но если вот такие вещи снятся, вы не знаете, что там, как иногда бывает снится, знаете, мне часто говорят, там мне шкатулки снятся или мешки какие-то снятся, я не знаю что, но боюсь их взять в руки там и посмотреть. Нет, надо себя пересилить, потому что это всего лишь сон. На этом плане с вами ничего не случится. Надо научиться открывать, надо научиться именно двигаться во сне, заставлять себя. Тогда будет управление. Вот смотрите, Тина написала. Читаю перед сном 9 раз «Отче наш», задаю вопрос и вижу сон, в котором есть ответ. Отлично. То есть у каждого своя методика. Вот у Тины такая методика. Это отлично. Так. Муж часто посреди ночи подрывается, кажется, что падает потолок, пол падает в яму. Может быть, солнце, это у меня Ника, да? Я так понимаю, мне плохо видно там имя. Вот такие вот вещи, когда у человека одно и то же и какой-то, если это не психологическое, если это не связано с какими-то травмами в жизни, что он такой, может быть, пережил или там у него проблема какая-то серьезная, которую он не может разрешить, надо посмотреть на наличие негатива. Иду в ваш сон. Сейчас. Еще, смотрите, Сандра, я только вот говорила об этом, не знаю, вы слышали или нет. Если повторяющиеся сны, это не просто так. Вас о чем-то предупреждают. Добрый вечер. Приснилось, что после стрижки и покраски волос светлый цвет я любовалась своим лицом. Нежная кожа как результатом покраски. У меня был момент, и сейчас к этому просто немножко, да, когда любуешься собой. Говорят, что это плохо. Я скажу так, что не всегда. Осмысление сна обязательно. У меня был огромный вес. То есть там действительно на основе там, моей там, личной жизни, какие у меня проблемы были, там сбой гормональный и все остальное. Огромный вес. И я не могла ничего с этим поделать, я не могла похудеть. И вот мне приснился сон, когда я смотрю на себя в зеркале. То есть на себя я вот так вот гляжу, да, вот то же самое тело огромное, а я смотрю на себя в зеркале и обалденная фигура, просто обалденная, красивая, худая, то есть и вот я прям сама себе нравлюсь. Факт то, что проходит, и я этот сон, понимаете, я его так запомнила, ну как-то мельком. То есть сон есть сон. Проходит буквально, наверное, год. У меня даже, кстати, когда я смотрелась в этот сон, да, то есть в это зеркало, у меня такого платья не было. Проходит год, я куда-то собираюсь в гости, одеваю платье, подхожу к зеркалу, и я та, которая была во сне. То есть я сбросила тогда огромный тоже вес, то есть я очень много сбросила, и я купила платье. Но я купила его, я даже не помнила об этом сне, я просто его увидела, оно мне понравилось. То есть вот это вот такой сон, вещий сон на самом деле, когда ты смотришь, и ты видишь себя вот такой вот. Проходит время, и ты опять себя видишь. Это вот вещий сон, который как картинка. Сейчас, секунду. Микола, я не знаю, что вы имеете в виду. Что тут? Посоветовали, идите. К чему может сниться космос и планеты? Леночка, бывает, что людям снятся, например, другие жизни, которых мы даже не знаем. Там неземные. Здесь просто никто ничего доказать не может, потому что мы не знаем, есть оно или нет. А когда все время видишь родственников, с кем долго не общаюсь, с ними не в контакте из-за спора большого. Это не переработанная ситуация, это то, что у вас заложено в подсознании.
Оленька, спасибо. Лили, не знаю, сколько вам лет, но вы очень молодая и красивая. Ведьма. Чем старше, тем моложе. Нет, я просто обращаю на себя внимание. Я сейчас стараюсь очень. Я постоянно вижу дом, в котором много комнат. Я тоже вижу дом, в котором много комнат, и я очень люблю по ним ходить. Для меня каждый раз что-то новое открывается. Это ваша жизнь, по которой вы идете. Посмотрите вообще за этими комнатами, посмотрите за этим домом, как он выглядит. Вполне возможно, что это ваше «я» показывают. Блин, проскочила там, ладно, сейчас. А мне, когда кошмары снятся, я читаю несколько раз молитву, которую еще прабабушка говорила, может кому-то пригодится. Экология сознания. Я не знаю, как вас зовут, а вы можете в комментариях, если это возможность есть. Нет, лучше не так, не в комментариях. Потому что на каждого человека по-разному влияют медитации, влияют по-разному именно молитвы, все это по-разному. То есть, чтобы мы не навредили. Вы можете мне на WhatsApp написать, и я скажу, если что, мы просто выставим, просто-напросто выставим прямо в комментариях, чтобы люди видели, и закрепим это сообщение. Блин. Как называется состояние, когда еще не спишь, но уже видишь сон чуть ли не с открытыми глазами? Смотрите, это может быть как раз эта вот фаза, потому что когда человек из сна выходит, тоже есть вот эта вот пленочка, как я говорю, куда мы можем попасть, это фаза. И это может быть открытие вашего третьего глаза. То есть у меня очень часто такое бывает, когда я просто закрываю глаза, я отлично вижу. То есть рентгеновское зрение так называемое, да, то есть оно может закрытыми глазами видеть, либо человека насквозь вы можете видеть. То есть это очень хорошо, попробуйте поработать с этим. Видеть змею, не знаю, посмотрите в интернете. Вот такое можете посмотреть в интернете. Почему человек, когда засыпает, он как будто падает, а потом просыпается? Это реакция организма, потому что любой сон, когда организм немного не понимает, что с ним происходит, когда происходит засыпание. Это часто бывает Он как бы дергает, показывает, что жив, не жив, проверяет. Потому что сон – это маленькая смерть. Здравствуйте, во сне меня пытаются поцеловать разные мужчины. К чему это? Наверное, поклонников много. Если снишься себе в черном или белом, Ивет, на своем примере, я всегда все стараюсь на своем примере, да, либо на примере людей, которые у меня бывают. Наступил момент когда-то, то есть когда я вступила полностью на эту дорогу, мне снится сон. Очень красивый черный пеньюар. Просто обалденный. Я такой красоты не видела. И я пытаюсь его одеть. И я одеваю его, а он мне маленький. Понимаете, вот прям натягиваю. Мне так жалко, да, мне он так нравится. Не могу. Проходит, то есть я вот снимаю, прям расстроилась. Проходит, наверное, пару дней, снится мне сон. Шикарнейшее белое платье. Огромное, то есть вот там такое все пушистое. Я одеваю это платье, всегда говорят, белое платье к смерти или еще какое-нибудь. Я одеваю, а оно мне так красиво. То есть оно мне прям идет. Еще проходит время. Черное платье. И теперь я его одеваю, оно мне как раз. При этом на кровати, как бы вот я вот как мерила, как будто вещи, лежит то белое и лежит это черное. Я спокойно понимаю во сне, что я это могу одеть. И, наверное, спустя лет, наверное, года 4, 3-4 года вот так вот спустя, шикарнейшее вечернее платье серебристого цвета. И я его одеваю, оно мне тоже как раз. И только спустя время, то есть я вот это вот меряю, да, вот там это самое, спустя время я понимаю, что это этапы, которые я проходила. То есть когда-то я примерила на себя черноту. Но это было не мое, мне было место там, не развернешься, оно мне было узким. Я не смогла развернуть, потому что для меня, на самом деле, я когда смотрю, то есть чернуха для меня, если такую, как таковую убрать, да, это, ну, такое, знаете, коробочка, которая все обыденно, мало, развития нет для меня. Когда я одевала белое, то есть мне это легко, мне это пушисто, мне хорошо, мне нравится. Да, потому что объем белый.
А вот когда я одела серое, оно мне вот это вот серебристое, да, оно мне понравилось. Я стала понимать то, что я действительно могу работать всем, чем хочу. Всегда анализируйте. О, Лилия, спасибо за ответ. Дом всегда старый снаружи, а внутри большие красивые комнаты. Это красиво, это очень хорошо. Так, сейчас, друзья мои, я просто не успеваю немножечко, да? Насчет покойника, Володь. Насчет покойников, ты уже у меня все время сидишь, я всегда говорила. Покойники могут, если вы видящие у меня, да если вы у меня медиумы, контактеры. Покойники могут приходить, свои, чужие, все равно, могут принести какую-то информацию, либо просто прийти, чтобы пожаловаться, тоже может быть такое. Покойники могут сниться, если там, вы освобождаетесь от чего-то, да, но чаще всего, когда приходит именно покойник, то есть для меня это информация, которая несется. То есть люди где-то не договорились что-то, либо они там хотят вам, чтобы вы кому-то что-то передали. Кстати, тоже такое у меня было. Я потом, короче, я сейчас просто буду рассказывать. Я знаю, что у меня сейчас вот так хаотично. Я думаю, вы меня там ловите то, что я говорю. Потому что я могу иногда в таком хаосе сидеть. Я хочу все рассказать, и это всего это хватает. Интересный был сон. Это было, наверное, лет 11 назад. Когда, значит, я нахожусь в гостях, то есть и как будто принимаю людей. Приходит женщина в черном платке, то есть у нее кто-то умер. Она мне рассказывает, что вот, а рядом с ней мужчина стоит. Такой в возрасте, в общем, я его очень хорошо видела. И она мне говорит, вот у меня погиб муж. Я говорю, как погиб, вот же он стоит. То есть вот это я во сне, то есть виду. Она говорит, нет, его здесь нету, то есть он погиб, он умер. Теперь она, нет, не она, а мужчина этот, поворачивается ко мне и говорит, сын пойдет со мной. И заходит парень, молодой парень, так лет где-то 28, вот в этом районе, да, и то есть он берет отца за руку, и эти ребята уходят. Нет, сейчас, секунду, не так было. То есть, она, вот именно эта женщина, потом сидит и говорит, когда я приду к тебе, скажи мне об этом. То есть, и все, я проснулась. В принципе, такой немножко сон непонятный, да, что происходило. Факт то, что я на самом деле встретила эту женщину, но было уже поздно. То есть это было предупреждение. Ну, там действительно, скорее всего, нельзя было изменить эту ситуацию. Пришла женщина ко мне, и она мне рассказала, в общем, она пришла такая же, как вот я ее видела во сне, это собранные волосы, и вот это, вот, знаете, не платок, а вот такая, как косынка, повязка, да, то есть черная повязка, и она вот плакала о том, что у нее сначала муж умер, и потом буквально спустя месяц, то есть даже 40 дней не прошел, разбился на мотоцикле ее сын. То есть вот я сказала, вы знаете, я вас видела, но говорю, уже просто вот, если бы мы раньше, если бы я вас знала раньше, я бы, может быть, предупредила, а здесь уже было уже поздно. Но факт то, что этот сон произошел. Дочке 7 лет. Часто снится какой-то поезд, призрак, который давит меня и маму. Фейс, солнце мое. Блин, забыла, как вас зовут, вы же мне говорили. У ребенка, у детей, у маленьких детей, часто они видят ситуации, которые когда-то произошли. Может быть, с накладкой на эту жизнь. То есть из прошлых жизней, например, что у нее там родители погибли, да, там. И теперь эта накладка идет как бы не переработанная, не стертая информация, которая идет на эту жизнь. Очень часто такое бывает. Кстати, у меня у дочери был такой сон тоже. Она, с тех пор я продала свою машину, потому что ей всегда снился сон. Она не хотела идти научиться на права, у меня всегда были красные машины. То есть, ну, почти всегда. Там один раз у меня желтенькая была, это случайность. И ей снился сон, что я разбиваюсь, что она садится со мной вместе в машину, и мы разбиваемся именно на красной машине. Когда она мне это рассказала, я сказала, все, мы продаем машину, не будем рисковать. С тех пор у меня другого цвета. Вильма, у вас, скорее всего, с вашим домовым все связано. Про волосы. Ребят, ну самые простые, понимаете, самые простые... Дошло ваше, экология, дошло ваше сообщение. Простые сны, которые какие-то там, конкретика какая-то там, змеи, грибы, цветы, вы можете в интернете посмотреть. Что если снится, как ты играешь в телефон? Наверное, вы все время в телефоне сидите, у вас просто мозг уже говорит, может, хватит, а? Вылазь оттуда. Угу. Хорошо, спасибо, я потом посмотрю.
Так, честница, возвращаюсь в давно проданную квартиру, в тот район, где жила, к чему это сожаление определенное. Возврат во что-то, в основном дома, либо в детство где-то возврат, это сожаление. Либо о прошедшем времени, либо то, что вот не переработали какую-то вещь. Либо же, смотрите, то есть если постоянный какой-то страх, одно и то же снится, одно и то же, и что-то страшное во сне, наличие негатива возможно. Галина, у вас крутые сны. Видеть, первое, шаманка. Зажженные и незажженные восковые свечи. Второе, не буду читать. Третье, нож мощный, 40 сантиметров. Четвертое, убегать по катакомбам от рептилоида, стрелять в них с пистолетом. Пятое, умершая бабушка с Иисусом смотрят ад. Слушайте, записывайте ваши сны. Элочка, все, что связано с покойником, это информация. Часто снится, что ищу купить дом, либо ремонтирую жилье, к чему это. Еще раз я говорю, все, что связано с домами. С возвратом, опять же, с покупками. Это либо непереработанное, либо желание, то есть вам вот в таком смысле это показывают. Так, все, иначе начинается опять, к чему снится это, к чему снится то. Посмотрите в интернете. Море сонников. Найдите для себя свой сонник, который вам нравится. Прочитали в одном, не понравилось. Выкидывайте. Читайте в другом. Найдите то, что вам понравится. Даже если это плохое. То есть, если плохое приснилось. Сейчас. Советы покойников — это совет, да. Секунду, скачет сильно. Тамар, вот смотрите, опять же к этому может быть. То есть вам снится, вы живете в Финляндии 11 лет, меня преследует один и тот же сон, что я живу в Швеции. Либо будете там жить, либо проживаете чью-то жизнь, то есть опять же свою параллельную где-то, который человек живет в Швеции. Либо на самом деле туда переедете. Может быть, еще и в прошлом. Марин, такое бывает. При чистках особенно, то есть бывает, что человек как бы в двух мирах находится. Бывает такое. Вообще при чистках очень много происходит вещей интересных. Снилось, что луна падает на землю и темно, свет только там, где я. Не дай бог, дай бог, чтобы ваши сны не были вещими. Со мной был один случай. Я заснула и почувствовала, что надо мной кто-то склонился. Ощущения были как наяву. Я вздрогнула, холодок прошелся по телу, проснулась в спальне, никого не было. Опять же, когда мы спим, происходит отделение, да, определенного ментального тела отделения. Мы можем чувствовать и видеть то, что находится рядом. А вокруг нас очень много находится всякого, поверьте мне. Ну, на слово, но все-таки поверьте мне. Как раз вы можете с этим. Либо же это столкновение вот с покойными очень часто бывает, когда у вас духи приходят, да, либо это бывает, что у нас домовые очень часто у нас вокруг очень любят поскакать. Такие вещи бывают. Либо, ну, какие-то такие серьезные, более серьезные сущности. Не обязательно бояться. Но вообще я всегда говорю, смотрите, когда вас вот преследует такое ощущение, что кто-то находится в комнате, и вы это не видите, сделайте хорошую чистку. Хорошую чистку квартиры выпустите. Может быть, это существо тоже пытается сбежать, но не может. Перед тем, как уснуть, закрыв глаза, вижу разные лица. Свет, это бывает по-всякому. То есть это не обязательно, что вы именно вещи сны вам снятся. То есть у нас наш мозг играет. И очень часто играет. И как раз начинаются то лица, то фигуры, то что-нибудь может так резко, как будто вот у вас прям перед вами стоит что-то. Всякое может быть. Но это мозг играет. Здесь не ищите, пожалуйста, подоплеки какой-то такой серьезной.
Людмила Соболева, ну, скорее всего, придет. Покойная бабушка дала пить ледяную воду. Вода не умешалась в чашке к изобилию. Иду по площади каменной. Меня хватает кто-то и сжигает на эшафоте. И снится каждый день рождения. Если каждый день рождения, как раз вот в день рождения у нас очень интересная вещь происходит, если мы там присматриваемся к этому. Когда, скажем так, стирается определенная грань между мирами, именно с вами связанная. Может быть, прошлое. Такое далекое прошлое. Смотрите, друзья мои, еще раз, вот вы сейчас задаете вот эти вопросы, к чему рыба снится, к чему свечи снятся. Зашли в интернет, посмотрели. Такое вот везде есть, на каждом углу, на самом деле. То есть, ну, такие вещи на самом деле есть везде. Так, кстати, вот Вита, вы говорите, да, покойники, это к прибыли. Я всегда говорю, если какой-то мне сон непонятный, я не могу расшифровать и нигде найти, я говорю там, прибыли. К деньгам. Все к деньгам, что бы там ни происходило, и все хорошо. Так, все, мои дорогие, мы уже час с вами просидели, проболтали. Еще раз хочу повториться. По средам у нас будут тематические эфирчики, где мы можем поболтать, так называемые посиделки, да, даже если не будет темы, мы просто будем выходить. Ну, по крайней мере, если никаких там не будет проблем, и то есть все хорошо будет. Вот. В понедельник либо в пятницу будут у меня выставляться небольшие видео, связанные с обрядами, которые вы можете делать сами, которые не навредят. Потому что сложного, естественно, ничего давать не буду. Ну и воскресенье, в основном воскресенье, там иногда у меня, может быть, получаться будет только в понедельник, то есть это у нас прогнозы, обязательно будут. Возможно, что еще где-то между делом, если у меня будет хороший гость, обязательно приглашу, то есть будем также с гостем выходить. Вот никуда я не деюсь, я всегда с вами. Буду оставаться с вами, пока, по крайней мере. Так что все хорошо. В общем, это к этому. Теперь у нас появился, кстати, вот хотела напомнить, у нас появился бот, то есть бот именно Лилианор, где стоит вся информация, вы можете подписаться. Ссылка на бот находится здесь, в Ютубе, находится в Инстаграме. В ближайшее время также будут выходить новые вещи, новые там не обереги, это больше для чистки квартир, то есть такое никого нету, вам будет интересно. Тоже уже вот все приготавливаю, готовлюсь, когда луна поменяется, чтобы заговорить и все это сделать. В общем, вот так вот. Все, мои хорошие. Итак, была рада вас видеть. Сначала прощаюсь, как обычно, с Инстаграмом. Счастливо, мои хорошие. Ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи!